Приветствую, друзья! На моем YouTube-канале уже было достаточно много обзоров, посвященных ЧПУ станкам с лазерными диодными модулями, но сегодня будет необычный обзор, так как мне в руки попался не диодный модуль, а инфракрасный модуль ACMER A2 для моего ЧПУ станка ACMER P2. Инфракрасный модуль я тестировал впервые, было достаточно интересно посмотреть его возможности, на что он способен. В комментариях часто задают вопросы, могут ли диодные лазеры гравировать алюминий, медь, латунь. К сожалению, нет, они не могут, а вот этот модуль смог. Надеюсь, обзор будет вам интересен, ну и давайте приступим. Для начала рассмотрим его комплектацию. В комплекте был сам лазерный модуль, блок питания. Блок питания для этого лазера свой, он идет на 5 ампер, потому что с ACMER P2 и модулем на 33 ватта у меня был блок питания на 6 ампер. Вот, поэтому блоки придется менять при работе. Также в комплекте идет шестигранник, винтики для установки, идет кабель подключения. Вот, еще какой-то переходничок, ну, наверное, это для модели P1. Вот для P2 я использовал только вот этот вот кабель. Также в комплекте с лазером идет свое крепление для этого модуля, и это крепление отличается от крепления модуля на 33 ватта. То есть вот если мы посмотрим, это крепление значительно шире, и отсюда у нас получается неудобство. То есть мы работали, допустим, модулем на 33 ватта, вызрели какую-то деталь и тут же хотели там нанести, допустим, гравировку этим инфракрасным модулем. У нас это сделать не получится, нам придется сначала открутить старое крепление, установить новое, поставить лазер, переподключить провода. Ну, то есть очень много вот таких вот лишних, по-моему, действий. Почему нельзя было сделать какую-то унифицированную систему подключения, я вот не совсем понимаю. И вот если мы посмотрим на эти два модуля, получается вот эта планка, ну, она единая с корпусом, да, тут уже литье получается. У этого же модуля вот эта планка, она накладная. Почему нельзя было сделать ее вот такого же размера, как у этого модуля? Было бы намного проще, вы раз установили и все. И не надо было вам придумывать какое-то второе крепление. Так, ладно, мы установили крепление, зафиксировали модуль, и теперь нам этот модуль надо подключить к ЧПУ. Производитель предлагает отключить нам кабель питания для диодного лазера и на его место установить кабель для инфракрасного модуля. Вроде бы как все логично, но у нас, получается, остается вот эта коса проводов, которая тут зафиксирована на стяжке. Тут были стяжки, я их немножко обрезал. Вот, либо, опять же, тут обрезать эти стяжки и выводить вот эту трубку подачи воздуха, но она достаточно жесткая. Выводить ее за пределы рабочего поля, либо как-то ее оставлять здесь. Ну, при передвижении вот осей она может легко сдвинуть вашу заготовку, вы все испортите. На мой взгляд, намного проще и логичнее было вот вместо этого разъема папа, да, разъем папа, это у нас разъем MR30, установить разъем мама, кабель сделать чуть-чуть поменьше, и получается эту букосу мы вообще не трогали, она у нас была бы зафиксирована. Тут кабели бы соединялись, ну, и сделать какую-то дополнительную систему крепления, чтобы оно не разболталось. Вот. То есть, по-моему, это такие достаточно мелкие недоработки, которые можно было легко исправить, сделать единую систему крепления, немножко вот переработать кабель подключения. Кстати, я уже заказал себе эти фишки, едут с Алиэкспресса. Вот, наверное, все-таки этот я провод переделаю, потому что, ну, мне не нравится сюда лазить постоянно. Ну вот, на мой взгляд, эти мелкие недоработки, они бы существенно улучшили эргономику этих модулей, то есть сделать нормальную систему, единую систему фиксации этих модулей, нормальное крепление проводов, и пользоваться модулями станет намного удобнее, проще, а переключение между модулями станет намного быстрее. Так, ну и последнее, что мне не понравилось в этом модуле, вот этот флажок выставления фокусного расстояния, точнее не сам флажок, а вот этот его миниатюрнейший язычок. Блин, его ухватить очень сложно, вам придется буквально ногтями в него вцепляться, а он, зараза, еще соскальзывает. Вот, там стоит неодиновый магнит, он достаточно так плотно держит этот язычок, и вот чтобы его вытащить, ну сделайте чуть побольше, или хотя бы какие-либо зацепки, чтобы можно было его ухватить. Вот. Ну, вот это вот все, понимаете, это мелкие такие недоработки, из которых складывается общее впечатление о продукте. Вот, ну ладно, буду заканчивать с минусами, потому что я начал обзор со сплошных этих придирок.
И давайте рассмотрим модуль поподробнее для сравнения: инфракрасный модуль и диодный модуль. По габаритам они практически одинаковые, по весу этот модуль чуть-чуть тяжелее, 680 грамм против 580 грамм. Вот. И, конечно же, основное различие этих модулей заключается в длине волны. Тут у нас 455 нанометров, у этого же модуля 1064 нанометра. Фокусное расстояние тут 40 миллиметров, а точка фокусировки 0,03 мм, а здесь у нас 0,1 мм. Из этой таблицы видим, что максимальное количество строк на дюйм у нас получается 847 для 0,03 мм и 254 для 0,1 мм. То есть с инфракрасным модулем картинка у нас будет значительно четче. Оптическая мощность этого модуля составляет 2 ватта. Он отлично подойдет для гравировки либо же маркировки различных металлов. Резать металл он, к сожалению, не способен, так как 2 ватта все же маловато. А для гравировки это просто отличный вариант. Из-за своей длины волны у этого модуля также есть ограничения. Он не может гравировать дерево, не может гравировать фанеру. Также прозрачный акрил, стекло ему не подсильны, только если мы нанесем какое-то дополнительное покрытие. Ну, собственно, точно так же мы делали и для диодных лазеров. Вот. Я испытал этот модуль на латуни, меди, сталь, алюминия, там, сланец, по-моему, даже кожу я пробовал. Эти материалы отлично ему поддается, рисунок получается изумительной четкости. Вот. Ну и давайте я сейчас вам приведу примеры, собственно, что у меня получилось. Про сам ЧПУ Atmel P2 я рассказывать не буду, так как у меня есть отдельный ролик про него. Тут вверху будет ссылочка. Если не видели, можете перейти и посмотреть его. Как видите, я испытал достаточно много материалов. Особенно было интересно попробовать латунь, медь, так как с ними я в принципе никогда не работал. Что могу сказать? Очень важно при работе с этим лазерным модулем выставить прям четкую точку фокусировки. Первым делом, когда я запустил этот рисунок, у меня было 1000 мм в минуту, стопроцентная мощность. Вот рисунок был вообще невзрачный. И если видите, вот с этого края практически вообще не брался. С этого же края рисунок был более-менее четкий. Вот, но все равно заливки такой не было. Гравировал я на 5-миллиметровой фанере. Фанера немножко гнутая была, и вот этот край, он был чуть приподнят. В процессе гравировки я взял пальцем, придавил этот краешек. Луч поймал свой фокус, тут же он из красного пятна превратился в такое белое, раздалось шипение. Он прям когда ходит, так прям слышно, как он выбирает эти строки. И можете посмотреть, как изменился рисунок. Он моментально стал такой четкий, черный. Я остановил печать, перезапустил гравировку уже с выставленным правильным фокусом. И вот сравните, что называется, до и после. Тут я уже начал увеличивать скорость. Мощность я практически никогда не менял. У меня практически постоянно 100% она выставлена. Единственное, менял количество строк и скорость печати. Видите, от скорости печати многое зависит. Тут 30 тысяч миллиметров в минуту. Это максимальная скорость гравировки этого станка Atmel P2. И тут рисунок практически беленький получается. Тут же, чем скорость медленнее, тем рисунок у нас будет более черный. Здесь я попытался програвировать модулем на 33 ватта обычным синим диодным лазером. Была минимальная скорость, ну как минимальная, где-то было 100 мм в минуту, максимальная мощность. И вот видите, он даже следа не оставил на этой пластинке. Вот, и вот здесь вот я уже потом, мне этот лев особенно нравится, он как-то классно вообще получился. Вот тут у меня скорость 2000 мм в минуту, стопроцентная мощность, 600 dpi. Вот если бы я сделал 827 строк на дюйм, да, как мы увидели с вами в таблице, думаю, рисунок был бы еще более четким. Ну, вот посмотрите, не знаю, надеюсь, камера сфокусирует. Как будто на долларовой банкноте вот эти вот все черточки изумительно просто пропечатали. Вот я думаю, если скорость уменьшить, поставить 1000 миллиметров в минуту, побольше 870, он будет еще более четкий, более такой контрастный. Вот. Так, следующее у меня была медь, такая же девушка.
Скорость практически, по-моему, такая же была. 2000 мм в минуту, стопроцентная мощность и 600% DPI. Вот. Здесь вот я вообще уменьшил скорость до 300 мм в минуту. И она прям чувствуется, как она сделала такую глубокую гравировку. Буквы стали рельефными. И вот, так, не знаю, камера, наверное, не передает, но строки тут видны. Вот эту надпись вообще сделал, по-моему, 100 мм в минуту. Она прям глубокая гравировка такая получилась. Ощущается. Ну вот опять же, 30 тысяч миллиметров в минуту. Удивительно то, что в комплекте с этим лазером шла брошюра, и продавец практически везде заявляет скорость гравировки 30 тысяч миллиметров в минуту. Но она практически еле заметная. Вот. Лучше всего, конечно, получается гравировать на низких скоростях. Вот. Здесь я проверил, в настройках Lightburn можно выставить Constant Power и нормальный уровень. Ну вот особого отличия я не заметил. Так, это у нас была медь. Следующее, что я попробовал, был, конечно же, акрил. И обычный диодный лазер может гравировать акрил, но, как я уже говорил, у них все различие будет заключаться в количестве строк на дюйм. То есть тут я выставил, по-моему, 800 строк на дюйм у меня стояло. И посмотрите, какой четкости удалось добиться. Вот. А с диодным лазером, думаю, такой четкости не было бы, так как у него 254 строк на дюйм, ну, пятно гораздо у него шире, вот, и такой четкости добиться не получилось бы. Опять же, очень важно выставить правильную скорость печати. Тут я уже эту мушу пытался гравировать на разных скоростях, и тут поставил слишком маленькую скорость, и она просто выплавила пластик. Здесь уже результат был получше. Потом я перешел еще сюда, ну и вот более-менее мне удалось подобрать нужную скорость. Вот тут у меня получалась скорость 5000 мм в минуту, стопроцентная мощность и 800 DPI. Вот такая вот мышка. Хе-хе, классная. Так, далее я пробовал еще тестировать на стальной пластине. Ну, это у меня было от первого лазера. Вот тут я просто сделал такую табличку скорость от мощности. Вот, и видите, чем меньше у нас скорость и больше мощность, тут у нас получается градация коричневого. В принципе, цветной гравировки, как на диодном модуле, тут не получается. Я даже у производителя уточнял, может ли этот модуль делать цветную гравировку. Он мне ответил, что нет. Вот, единственное, у нас получится, можно сделать вот такую градацию коричневого изображения. Так, следующее, что я протестировал, был вот такой вот сланец. Это подставочки под чашку. Вот, ну и просто посмотрите. Диодный точно так же его гравировал. Я делал подставки с этими, как они называются, из Гарри Поттера, эмблемы факультетов. Вот. Там оно точно так же диодный с камнем справился без проблем, но четкость тут намного лучше. Намного лучше. Вот. Прям, вот видите, даже вот мелкие вот эти вот в тени рисунок он достаточно хорошо програвировал. Так, удивительный результат получился с белым DSP. Я просто взял, закинул его, думаю, ну, что получится. Оно, видите, такое прям серо-голубой какой-то такой оттенок у него получается. Это был режим Newsprint, 7000 мм в минуту, стопроцентная мощность и 600 DPI. Вот такой вот Дед Мороз получился. Ну, четкость прям вообще классная. При этом, что эти рисунки я брал с Pinterest. Там, ну, как вы видите, да, вот тут вот как-то водяные знаки стоят правообладателя. Вот. Я увеличил немножко изображение, разрешение изображения в приложении, вот, и распечатал. Если бы, думаю, купить вот такой рисунок, там явно и четкость будет лучше, и результат, скорее всего, тоже будет лучше. Но даже вот с таким вот,
скажем так, подпольно полученным изображением. Результат мне очень понравился. Классный дед. Так, следующее, что было испытано, это был анодированный алюминий. Это я уже когда-то делал обзор, по-моему, был Sculpfun S30 Ultra, 20-ваттный модуль, я тестировал. По-моему, это он был. Вот, и я делал такую надпись. Вот видите, насколько она невзрачная такая. Ну, она читаемая, но вот если сравнить вот с этой надписью, видите, она практически белая стала. Вот. Это результат инфракрасного лазера. Также можно вот тут посмотреть, как влияет количество строк на дюйм и скорость. Чем меньше скорость, тем рисунок у нас прям черный получается. Чем скорость выше, тем он более светлее получается. Вот. Так, что у меня еще тут осталось? Попробовал гравировать кожу. Когда я гравировал кожу диодным лазером, он ее как будто прям выжигал. А тут структура кожи, по-моему, особо не изменилась. Вот если видите, да, вот она такая есть. Он как будто окрасил эту кожу. Не знаю, как это правильно обозначить. Здесь я использовал Constant Power и не поставил галочку на Overscaling, поэтому он на краях делал более глубокую гравировку. Вот это я отменил и запустил еще раз с Constant Power, но Overscaling 2,5% было, когда он выходил за пределы рисунка, и вот не получалось таких прижогов. Вот результат достаточно интересный получился. Также я попробовал гравировать алюминий. Немножко поиздевался над своей направляющей для циркулярной пилы. Нанес себе вот такую вот линеечку. Сделал гравировку. Вот видите, чем выше скорость гравировки, тем рисунок получается более светлый такой. При низкой скорости рисунок четкий, контрастный. Риски вот эти, прям глубокая гравировка получилась. Сейчас послушайте. Надеюсь, вам слышно. Ну вот такая гравировка. Обычным синим диодным лазером, сколько я не пытался, тут зарисовывал краской, пытался что-то гравировать, ну там еле-еле заметный след оставался. Но вот такого глубокой такой гравировки у меня ни разу не получалось. Также попробовал гравировку на вот таком алюминии. Он немножко отличается от предыдущего. Вот посмотрите, как влияет количество строк на дюйм. Тут у меня было 400 строк на дюйм, а тут уже 800 строк на дюйм. Насколько четче изображение получается. И строк практически не видно. Тут же вот строки все-таки различимы. Эту гравировку я делал, при этом не снял защитную вот эту пленку. Вот тут была защитная пленка. Вот. Удивительно, что лазер эту пленку не прожег, а продолжал гравировать сквозь эту пленку. Ну вот если присмотреться, тут вот прям заметен такой пузырь. Во время гравировки надулся пузырь. Вот. Ну и потом я еще другие делал гравировки. Так, ну и вот такая стальная пластина у меня еще есть. Также делал гравировку. Скорость была тут небольшая. Гравировка, видите, видна под любым углом практически. Эта же скорость была намного выше. И рисунок различим под определенным углом. Вот. Очень понравилось, как он сделал рисунок вот этого города. Скорость была небольшая, тут в районе 1000, по-моему, стояла. Рисунок рельефный, ощущается пальцем и виден с любого угла. Вот так. Ну и последнее, что я вам покажу, это как он работает по пластику. Такая белая зарядочка. Чем скорость у нас выше, тем рисунок у нас более светленький получается. И черный пластик он точно так же гравирует. Ну что, друзья, вот такой обзор у меня получился. Лазерный модуль весьма интересный. Мне понравились результаты работ, которые у меня получились с этим лазером. Было интересно попробовать новые материалы, с которыми я раньше никогда не работал. Но я думаю, что этот лазер скорее такой узконаправленный и будет иметь достаточно ограниченный круг людей, которые заинтересуются этим лазером.
Обычно же пользователь скорее предпочтет синий диодный лазер, там что-то награвировать, какую-то фанерку вырезать, вот, нежели этот инфракрасный лазер. Этот же лазер подойдет, скорее всего, каким-то людям, которые вот занимаются металлообработкой, гравировкой, возможно, какие-то ювелиры. Вот. Либо же этот лазер можно рассматривать в качестве, наверное, дополнительного лазера вот к к основному оборудованию, которое уже у вас есть. Модель подойдет как для старшего ЧПУ P2, так и для более младшей модели P1. Вот. Надеюсь, обзор кому-то был полезен. По-моему, на просторах русскоязычного YouTube таких лазеров еще не обозревали. Вот. Ссылку на продавца я оставлю в описании под видео, либо же в первом комментарии. Буду благодарен вам за лайки. Ну, с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо за внимание. Всем пока.